Здравствуйте. 9 апреля 2024 года на заседании Комитета Сената США в делах оборонных сил глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что последствием ударов Украины по российским НПЗ может быть повышение мировых цен на топливо, а поэтому он посоветовал Украине сосредоточиться на атаках по оперативным и тактическим целям. Такое заявление Остина явно диссонирует с недавними заявлениями глав европейских держав и Байдена о нанесении стратегического поражения России на поле боя. Что примечательно, так это то, что сенатор-республиканец Том Коттон заявил в ответ на такой выпад Остина в адрес Украины, что у Коттона, создается впечатление, что администрация Джо Байдена препятствует эффективным действиям Украины по политическим мотивам, не желая, в частности, чтобы цены на бензин росли в год выборов президента США. Одновременно с этим Остин, противореча сам себе, в очередной раз призвал Конгресс США одобрить дополнительную военную помощь Украине, поскольку это не то, чтобы обеспечивает победу Украины, а то, что создает дополнительные рабочие места для американцев. Из всего этого лично у меня создается впечатление, что глава Пентагона в компании с главой Белого дома рассматривают войну Украины за восстановление своей территориальной целостности как средство поддержания американской экономики. Таким образом, хваленая американская политика Белого дома и правильного пятиугольника Пентагона, на словах декларирующая приверженность демократии и правам человека, на деле, а теперь уже и на словах, выскакивающих из уст главы Пентагона, демонстрирует приверженность американским экономическим интересам в войне. Речь идет попросту о таких экономических выгодах американцев, как создание рабочих мест, отсутствие убытков в связи с перевооружением НАТО и прибылях американских производителей оружия. В этой всей болотной дискуссии американских рака, лебедя и щуки абсолютно не просматривается и даже не прослушивается позиция американской украинской диаспоры. Временно в этой связи, а также в связи с предстоящим судебным заседанием, назначенным на 18 апреля 2024 года в деле об увольнении за аморальный поступок их рупора Ирины Дмитриевны Фарион, этот рупор прикрыл свой рот, выкрикивающий оскорбления в адрес русскоговорящих граждан Украины и в том числе в адрес русскоговорящих украинских воинов. А как мы знаем, совсем недавно этот род наглым образом объявлял, что, дескать, украинский язык – это ни много ни мало, а оружие на поражение. В украинской транскрипции «зброя на ураження». Что-то создается впечатление, что эта зброя на ураження плохо смазана, заела, заклинила и заржавела, и уже не в состоянии поразить не только российских оккупантов, которым она как мертвым припарка, но и простых русскоговорящих украинских граждан с оружием в руках, защищающих свою родину, против которых она, эта зброя на ураження, в основном всегда и была направлена. Также абсолютно не иллюзорной представляется амнезия американского общества по поводу своих обязательств, данных им украинцам в тексте Будапештского меморандума в связи с разоружением Украины в 1994 году. Итак, Украина вместе с Европой в очередной раз остается один на один с российским монстром, и надежд на то, что
какая-то там украинская мова, сертифицированная Фарион в качестве оружия на поражение, вместе с замусоленным текстом Будапештского меморандума, которым российские оккупанты вытирают свои грязные задницы, может помочь Украине? Нет. С другой стороны, есть надежда на то, что Украина в конце концов очнется от своего российско-американского гипноза и вспомнит, что не террористом Бандерой и не Лениным создана Украина, а всеукраинским референдумом 1991 года. И наконец-то отбросит все сдерживающие факторы в виде мировых цен на топливо и запрет использовать русский язык в публичной сфере и разобьет российских оккупантов, которые идеологически в союзе с украинскими националистами, руководствуясь русской идеей, оккупировали территорию первого на территории Украины христианского государства Великая Болгария, созданного в VII веке на землях Поднепровья, Приазовья, Крыма, Придонья и Прикубанья. Русский мир, продвигаемый Грушевским, ассоциировавшим Украину с Русью и украинскими националистами со своим украинским языком, модификацией русской мовы языка Руси, извечный оккупант современных русскоговорящих украинцев, являющихся потомками граждан Великой Болгарии, русский язык которых произошел от староболгарского церковнославянского языка, должен уступить идее равноправия граждан Украины вне зависимости от того, на каком языке они говорят, идея, на которой основан цивилизационный выбор всех многострадальных народов Европы. Идея свободы, равенства и братства, а не языковые привилегии и экономические интересы должны лечь в основу самосознания украинского народа. И уже после этого Украина получит и американское оружие, и восстановит свою попранную россиянами территориальную целостность. Не язык является инструментом освобождения от колониального рабства, как это пытается утверждать рупор украиноговорящей американской диаспоры, не способная преодолеть узконациональные американские экономические интересы Ирина Фарион, а равноправие всех без исключения граждан Украины, независимо от того, на каком языке они общаются в публичном пространстве Украины и на передовой. Украина победит. С нами Бог, а перед Богом все равны.